Что же именно произошло в Мюнхене в первый день, что так растрогало Чингука, в то время как Тэхён молчал с необъяснимым выражением лица? И почему этот короткий момент заставил тысячи из разных стран говорить об одном и том же всю ночь? Мюнхен, давно известный как один из самых спокойных и красивых городов Германии, внезапно стал центром внимания поклонников BTS со всего мира. С раннего утра атмосфера вокруг места проведения мероприятия была наполнена морем мировой, жаждущих увидеть двух участников BTS, которые всегда умудряются создавать незабываемые моменты, где бы они ни находились. Однако никто не ожидал, что первый день в Мюнхене представит совершенно иную атмосферу, чем многие предполагали. Сначала все шло как обычно. Фанаты, ожидавшие с раннего утра, начали с нетерпением собираться. Они приносили им бамс, баннеры, фотоаппараты и различные символические подарки в знак поддержки своих кумиров. Атмосфера была наполнена счастьем и энтузиазмом. Многие предполагали, что этот первый день станет просто началом захватывающих мероприятий BTS в городе. Однако со временем фанаты начали замечать нечто необычное. Чингук, известный своей энергией, жизнерадостным характером и постоянным стремлением развлекать публику, несколько раз был замечен с гораздо более спокойным выражением лица, чем обычно. Хотя он продолжал приветствовать фанатов и профессионально выполнять свои обязанности, многие заметили что-то другое в его глазах. Короткие видеоролики, распространявшиеся в социальных сетях, показали, как Чингук ненадолго встает и смотрит на трибуны, которые начинали заполняться EMI. На видео он все еще улыбался, но для некоторых фанатов эта улыбка казалась другой. В ней чувствовалось какое-то трудноописываемое чувство. Некоторые даже признались, что были переполнены эмоциями, просто увидев выражение его лица на несколько секунд. Вскоре после этого внимание общественности снова привлек Чингук, когда несколько фанатов, находившихся на месте событий, сообщили, что он глубоко вздохнул, прежде чем продолжить свои действия. Конечно, официального заявления относительно его точных чувств в тот момент не было. Однако именно из-за отсутствия объяснений начали появляться различные предположения. Некоторые фанаты считали, что Чингук наслаждался особым моментом EMI после долгой карьеры. Другие полагали, что Мюнхен имел для него особое значение, заставив его погрузиться в эмоции. Некоторые также утверждали, что встреча такого количества фанатов после столь долгого перерыва была эмоциональным переживанием, которое трудно выразить словами. На фоне этих предположений внимание привлекла другая фигура, но иным образом. Тэхён, который находился недалеко от Чингука во время мероприятия, выглядел гораздо тише, чем обычно. Он продолжал хорошо выполнять свои обязанности и по-прежнему тепло улыбался фанатам. Однако было несколько моментов, когда он предпочитал молчать и просто наблюдать за происходящим вокруг. Непосвященным это может показаться нормальным. Но для EMI, которые следят за творчеством BTS годами, даже малейшие изменения в выражениях лиц участников часто несут в себе эмоциональный смысл. Именно поэтому многие фанаты начали замечать небольшие взаимодействия между Чингуком и Тэхёном в течение первого дня. Один из самых обсуждаемых моментов произошел, когда они оказались в одном месте и обменялись взглядами. Не было долгого разговора. Не было никаких грандиозных, показных жестов. Именно простота момента тронула многих. На нескольких распространенных видео Тэхён несколько мгновений наблюдал за Чингуком. После этого он просто слегка улыбнулся, не сказав ни слова. Эта простая реакция сразу же вызвала множество интерпретаций со стороны фанатов. Многие посчитали, что Тэхён понял что-то, чего другие могли не понять. Социальные сети наполнились эмоциональными комментариями. Тысячи фанатов начали делиться скриншотами, видеороликами и различными анализами взаимодействия двух звезд. Хэштеги, связанные с Мюнхеном, постепенно поднялись в топ трендов в разных странах. Многие признались, что плакали, посмотрев видео. Тем, кто не является поклонником группы, может быть сложно понять, как простое выражение лица может вызвать такую сильную реакцию. Но для EMI связь между участниками BTS всегда была одной из главных причин их любви. На протяжении многих лет фанаты наблюдали за их путем, видя, как они поддерживают друг друга в различных ситуациях, как на пике успеха, так и в трудные времена.
Именно поэтому, когда Чингук расчувствовался, а Тэхён молча наблюдал за ним, многие фанаты почувствовали, что стали свидетелями чего-то гораздо большего, чем казалось на первый взгляд. С течением времени атмосфера в Мюнхене оживилась. Толпы фанатов продолжали расти. Со всех сторон доносились возгласы и кричалки. Но среди всеобщего волнения только усиливались дискуссии о выражении лица Чингука и поведении Тэхёна. Многие фанаты начали вспоминать моменты, которые они пережили вместе. Они сравнивали выражение лица Чингука в Мюнхене с другими случаями, когда он проявлял эмоции перед фанатами. Хотя точных причин его чувств в тот день не было, сходства оказались достаточными, чтобы вызвать волну ностальгии среди EMI. Некоторые фанаты даже написали длинные истории о том, как они росли вместе с музыкой BTS на протяжении многих лет. Некоторые вспоминали свои школьные годы, другие – свои личные трудности, а третьи говорили, что, увидев Чингука в Мюнхене, они поняли, как далеко продвинулся его кумир, чтобы достичь этого момента. Между тем, молчаливая реакция Тэхёна привлекла еще больше внимания. Многие посчитали, что его молчание было не признаком безразличия, а скорее еще одним способом проявить заботу. Ранее Тэхён, как известно, уделял внимание другим участникам, не говоря многого. Эта черта заставила многих фанатов поверить, что он понял чувства Чингука в тот момент. Независимо от того, было ли это предположение верным, этого было достаточно, чтобы сделать момент в Мюнхене еще более трогательным. С приближением вечера волна реакций в социальных сетях достигла апогея. Видео продолжали появляться с разных ракурсов. Каждая запись была детально проанализирована фанатами. Даже небольшие движения и изменения в выражении лица, длившиеся всего несколько секунд, становились предметом долгих обсуждений. Интересно, что большинство комментариев не содержали негативных предположений. Напротив, многие фанаты писали слова поддержки и благодарности. Они выражали свою радость от того, что снова видят Чингука и Тэхёна перед своими поклонниками, и как трогательно наблюдать за тем, как продолжается их путь до сих пор. Это явление показывает, насколько сильна эмоциональная связь, которая сложилась между BTS и EY за эти годы. В мире развлечений, часто полном громких событий, иногда именно простые моменты могут оказать самое глубокое влияние. Первый день в Мюнхене, возможно, не принес никаких шокирующих объявлений или драматических событий, изменивших все. Но город стал свидетелем гораздо более личного момента, когда тысячи людей испытали одни и те же эмоции всего лишь взглядом, улыбкой и молчанием. Поздней ночью среди фанатов продолжали циркулировать одни и те же вопросы. Что на самом деле чувствовал Чингук в тот момент? Почему Тэхён был таким спокойным и молчаливым? Был ли какой-то особый смысл в их коротком взаимодействии? Однозначных ответов не было. Возможно, только Чингук и Тэхён действительно знали, что происходило за этим моментом. Но именно из-за этой загадки первый день в Мюнхене стал таким запоминающимся для многих. Многие фанаты считают, что не все нужно объяснять словами. Иногда одно выражение может передать гораздо более глубокий смысл, чем длинная речь. И в тот первый день в Мюнхене именно это простое выражение тронуло сердце тысяч EY по всему миру. Возможно, мы никогда по-настоящему не узнаем, что чувствовал Чингук или что творилось в голове Тэхёна в тот день в Мюнхене. Только те, кто понимает истинный смысл взглядов, улыбок и молчания, запечатленных на камеру, могут это понять. Но одно можно сказать наверняка, эти простые моменты напоминают нам, почему BTS так любимы миллионами людей по всему миру. Не только за музыку, которую они создают, но и за искренность, единение и эмоции, которыми они постоянно делятся со своими поклонниками. Каждый концерт, каждая встреча и каждое взаимодействие, каким бы незначительным оно ни было, всегда приносит новые воспоминания, которые EMI будут хранить вечно. И, возможно, именно эти моменты без слов часто оставляют самое глубокое впечатление в сердцах фанатов. Каким бы ни был смысл выражения лица Чингука или спокойного поведения Тэхёна в их первый день в Мюнхене, самое главное – это то, что они смогли снова выйти на сцену, поприветствовать EMI и создать вместе прекрасные воспоминания.
Конечно, важно помнить, что различные интерпретации, циркулирующие в социальных сетях, это мнение и наблюдение фанатов. Без прямых заявлений от Чингука и Тэхёна мы не можем с уверенностью сказать, что они чувствовали в тот момент. Давайте и дальше будем оказывать BTS максимальную поддержку, уважать их личную жизнь и наслаждаться каждым этапом их пути вместе с МИ. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилась эта дискуссия, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с другими МИ, чтобы они не пропустили последние новости, моменты и истории о BTS. До встречи в следующем видео. Будьте здоровы, оставайтесь мотивированными и, как всегда учат нас BTS, оставайтесь верными себе.